Всем здорово, ребята, это третий влог с мажора. Бля, по лестнице поднялся. У нас сегодня выходной. Мы сегодня с Димасиком и Андрюхой. Вон они идут. Мы решили немного прогуляться. Сейчас пойдем на ту сторону, к собору. Может, чуть погуляем по городу и сходим за кофе. Да, Дима? Тащим. Бля, сколько людей. Где-то чего? Я его видел, что Он он обещал шел. кого-то футболку отдать. Где? Ты же сказал, он тут будет. Ну вот, да, я его видел, что он шел. Ну, хотите мороженое куплю? Не, я Минимум. голодный. Я голодный пиздец, я бы сейчас съел какой-нибудь хот-дог. Обед это был ужас. Давай как Вокруг орел и моста? решки спрячем $100 и скажем. Давай. У меня нет $100. У меня есть $100. Реально? Давай, на, иди прячь. Надо беспалевную бутылку. Вы реально хотите спрятать? Ну, не знаю, Дима. Ага, ты следующим днем сразу заберешь. Я пойду первый забирать. Ник сразу пришел в этот же момент. Забрал. Это как, А типа, прикинь, мы в одно время встречаемся втроем. такие, ты что тут? Я проверить, типа, что все на месте, да? А, вот твой друг. А, вот. Это тебе. О, Ух ты, нифига! здорово. Спасибо. Держи. Дай посмотреть. Спасибо. Бля, чуваки, вот это ты охеренный шел сюда подгон. спокойно. Это очень круто. Жаль, у меня Короче, нет. надо... У меня есть теперь домик. Скажи, прикольно. Вообще офигенно. Собор. Гондоник, что ты сказал? Че, домик. Про орел и решку, это как вот эти видосы, типа, вам одно пиво или два другому? Чел такой, два другому, и потом в очках подходит, забирает два. Куда? Здорово. Ну это не будет. Ай, привет. Сниму, все оттуда прибегут. Подожди, блядь, максимум вот до этого Биг Бена. Какой Биг Бен ты че? Биг Бен, дай рюкзак. Что? Биг Бен. Дай рюкзак спрячь. На, аккуратно. Большой положи. А можно я не аккуратно? У меня там камера. Кидаю. Блин, какая погода кайфовая, слышь? Насовывайся. О, пацаны, кстати, я придумал, слышите? National Express. Вы катались на таких? Нет. Ну, это тупо В Европе ласточка. нет. Ну да. То же самое. Питерская ласточка. Смотри, журавль. Капля. Не, это. Как сам ты пеликан, какой пеликан? Давай. Чего вы застеснялись-то сразу, блядь? Месси, будешь? Месси. А ты во дворе, когда играл, у вас тоже бегали все в футболках Месси? Нет. Нет? У тебя, да? Ну, у меня бегали Месси и Роналдо. В одной команде были. Роналдо, да. В одной команде были. Но я всегда говорил, надо брать Руни, чтобы всех сносить во дворе. Капец я лохматый. Мы дошли до собора, сейчас, наверное, возьмем и, может, пойдем пройдемся. Ты знаешь, что в ту сторону, если идти, там много рестиков и магазинчиков всяких. Да какой-нибудь рестик. Магазинчики не работают сегодня. Вообще никакие? Думаю, нет. Ну это хреново. А как вы вот живете вот так вот, что вы в воскресенье не можете сходить шмоточку себе купить? Это в Starbucks? Да. Блин, можешь купить еще Жормани кружку? Кинрап. О, возьми мне один. Это что такое Assassin's Creed? Сори, но это очень вкусно. Возьми мне тоже такой. такой тоже. Блядь, вы че, Нагрели Димаса на баб. А кто сказал, что я плачу? Мы только, блядь, манго на 20 евро заказали. Два бутерброда. Да, я голодный, я ничего не ел, я спал 12 часов, брат. После такой игры грех не поесть. Далеко мы не ушли, буквально рядом со Старбаксом сели, тут какие-то салатики, чикен-раппы. Чуть перекусим напротив собора. У нас такая вот красотень тут. Я вообще не знаю, как вы это все съедите, если честно. Я легко. Ты какой легко? Ты вот этот стакан не допьешь, спорим? Либо ты его допьешь и не съешь вот это. Ты сам сказал, что это невкусно просто. Да, оправдывайся. Ты покажи, сколько ты не съел. Я-то понимал, что я не съем, скорее всего. Я бы съел, если бы это было бы вкусно. Да, конечно. Чтобы вы понимали, я платил, блядь. Ситуация следующая, что мы обожрались по итогу. Я не наелся, я голодный. Что, прикалываешься? Ты что, рофлишь, что ли? Я не понимаю. Да нет, я брат это заточил бы как нефиг. Но, блин, он невкусный. Там риса, блядь, 90% и мясо 2 куска. Охуенно после зальчика просто спокойненький врап. Охуенно. Eat in написано же. Знаешь, А как... вот Цезарь роль ты съел? Тетя знаешь, как говорят, мама мне говорила, если голодный, ты и кашу жрать будешь. Поэтому, если ты был бы голодный... Нет, я зажрался просто. Короче, попытки попасть в собор не увенчались успехом. Мы пытались. Мы обошли его вокруг. Мы только обошли его вокруг. Сейчас мы пойдем домой. Гравитация после чикен-рапов увеличилась где-то в 1,5 раза. И мы идем домой. Да что ты идет тарантайка, балалайка, блин. Никитос. Влоги снимаю. Влоги снимаю. Ты знаешь, это с камеры, а мы Я влог снимаю. домой, короче, мы идем.
Мы приехали на медиадень, парни утром сходили на прессу, чуть поговорили со всякими изданиями с разных стран. Бля, бутерброд с колбасой. Вот, короче, взять 5 таких бутербродов, везде колбасу достать и засунуть в один. На мейкап надо сказать, все. I'm allergic too. I'm allergic to этот крем. Yes, we are allergic. I will have прыщики. You know? Pimple on my этот everywhere. Please coordinate with the lady. Am I ugly? No, 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 you are beautiful, of course. So we're ready to go then. Yes, let's go. We're ready. This is not really like much makeup. It's just that there's no shine. Yeah, am I ugly? I'm allergic to everything. I'm good? Allergic to his life. Договорились? Да, да. Боря не договорился. Красавчик, блядь, Борь, ну просто красавчик. Ну, блядь. Я решала. Ты вообще ебан, ты решал. Здорово. Извини, сейчас упадет за $3000. Братишка. Как дела, братан? Здорово, здорово. Что делаем? How wait? Окей. Привет. Ну ничего, скоро спидим у них. Не, я лично на Грасан даже не претендую. Мне вообще он нахуй не сдался. Вот вам искренне сказать. Да, это единственная джимка, который в КС играет. Вот, видишь? Красиво, дайте спорт. У нас сразу приоритеты. Пацаны, давай. Но она типа весит пиздец, а типа 2 пальцем тяжело понять. Потому что она приклеена. Да, кстати, как будто не то, что показалось, у меня вроде в руки сильно. Не, я свой Грасан уже опустил. Так что, блядь, 2 чемпа и... Больше не ждешь? Год назад говорил такой: пацаны, все, гранд-слэм, фокус, гранд-слэм. Это время прошло. Теперь я другое говорю. Самолет летит, кстати. Заебись, медийку отменяют на. Let's go, Карден. смог. Real smoke. Это случилось, как только вы зашли, сука. здорово, ты Здорово. Да. А что случилось? Ну, там дымовая машина вот эта, значит, немного взорвалась. В дымы заходим, We want под to флеш, hotel. пацаны, и все. Вы so scary! Я предлагаю наоборот сейчас забежать просто в самый эпицентр. Мы будем героями. Смог выходить хуйня. Ты смотрел, как вчера Нави играли? Сколько раз они на банане в смог? И те, и другие. Это просто да. пиздец. Смотрю и думаю, что это за хуйня вообще. Я, конечно, не играю в инфету сейчас, но это просто пиздец. Там, видишь, мангеймсы. Вчера против же, что против Фалькон в Нави. Вот эти два матча, они, конечно, ну, типа, на финале, короче. У вас первый Нанзи, да? Там Мирослав поставил, по-моему, на DVZ победителя мажора. Это был бы хороший день для Counter-Strike. Если бы на NZ реально вот взяли бы и выиграли мажор, Мирослава, это был бы G2 хороший день. DVZ финал. Финал, Бэтбум против Спирит. G2 DVZ. Я вас понял, пацаны. Так ты считай, Мейсон Гейсон состав. Почти. А ты такой посмотрел? Окей. Oh wait, are you coming? You don't want to come talk to us? You're sending the boss. Wow, come on, man. Not today. Not today. Insane talk. He fucking hates me, bro. I know he hates me. Tanir, I think Tanir's cool with me. I think me and Tanir are chill. Me and Boris, I don't know. But your Kinder's going to be there, so Who it's going Boris? to be safe. Вэ Борос. It's gonna be safe space. Safe space. Boris. And Fallen. Take him all away, take him all away. Only every time. Yeah, then we're gonna speak Russian, bro. Then we're gonna speak Russian. You did this to yourself. You decided to retire. This is the last time, so this is... Бля, я английский не знаю, как на подкаст идти. Повезло тебе. Да не, мне просто лень говорить, поэтому пускай мне переводят. Я буду на русском, а все на английском. Затягивайся, боль. Новая ашкудишка, 200 тысяч тяг. Да. Размером с портфель. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг. Мы закончили медиа-день, сейчас едем обратно. Данек, расскажи, что вы будете делать сегодня, какой у вас план? Че? Ты знаешь? Через 2 часа мы собираемся, просто что-то там разбираем и идем играть в Faceit. А ты сказал 5 праков. Не будет. Отменил. Да. Кебаб сегодня заказываем. И Red Bullчик. Хорошо будет, да. И футбольчик смотреть будем. Ну, это сомнительно, я не люблю футбол. Я тоже.
В прошлый раз мы попрощались в автобусе, мы снова в автобусе, потому что сегодня мы едем на репетицию прогон, едем на Ланксос репетировать, ходить по сцене. Если вайп имеется, то иногда погулять по Европе в целом нормальный экспириенс. Я гулял с Ритосом. Я тоже гулял. Но в этом городе я не знаю, что Борь, делать. просто у тебя отпуск был полгода, у меня не было такого. Может, устроишь? Да, но у меня в отпуске каждые 3 недели был. А ты можешь мне устроить такой же отпуск? Надо будет обсудить, да. Если мне разрешат в ОП поиграть, то, конечно, отдыхай. Отлично. Ты просто скажи, заебал он меня, ну кикните типа. На месяц. Полгода, Борь. Да не, давай Ну на два. посмотрим, как будет, Ну, если что, вернем. Я будет всегда готов. Будет заебись и так, ну типа просто Я отдохнуть. так и думаю, да. Если хочешь отдохнуть, да, я просто дефолтиком подвигаюсь, типа. Да, согласен, как Фоллен. Да и лучше даже, наверное. Вот именно. И за день какого-нибудь пчела возьмете. Леню позовем. Чё, что ли, на староли? Какие старроли, блядь, я на Б на Мираже играю. Я не хочу никому Б на Мираже доверять, кроме меня. Ну 4А я А был кого Б. пятого возьмете? У нас Сифо, никого нет больше да. на бенче. Звейка вернете? Сизи. Зачем Сизи на опорника. Посадим. Так что, Борь, я считаю, что нужно обсудить этот диалог. Слушай, а ты можешь похавать 2 месяца, но где-то на 4000 калорий в день, чтобы разжиреть? Я бы хотел смотреть на тебя с жирком. Жира. Борь, мой прайм, вот я набрал 62. Короче, а еще я вчера хотел провернуть максимально вообще гениальный план, но, к сожалению, еда приехала отвратительной. Донг мне говорит, просто картошку и кисло-сладкий. Я ему заказываю картошку, кисло-сладкий и 20 наггетсов. С мыслью, что если я ему поставлю наггетсы и картошку на стол, он такой, ну, парочку наггетсов съем и, ну, типа... И сожрет всю коробку. И нормально. И по итогу он там нажрется. Но наггетсы приехали отвратительные на вкус, поэтому он их не ел. 1 штуку, наверное. И все. А так это был гениальный план откормить на Донка. Прикинь, он бы просто хотел картошку и кисло-сладкий, а въебал бы еще 10 наггетсов, 500 калорий просто. Вообще четко было бы. Борис, можешь меня накормить, чтобы я 85 весил? А сейчас ты сколько весишь? 77, 78. Ой, так это норм вообще. У Андрея рост 2 метра, блядь. В смысле? Ну какой у тебя рост? 180. 4 плюс-минус Ну, туда-сюда. 190. Плюс-минус 4 по настроению. Типа, Я всегда думал, что у меня 183, но мне говорят, что я выше. Да я не знаю, насколько это правда. а ты в больницу там ходил помериться Ну, или что, рулеткой ну, это просто? было. Или линейкой Да нет хотя бы? времени даже до больницы дойти. Ой-ой-ой, я уже вижу, что там что-то изменилось жесткое. Хрена они прикольно сделали, слышишь, с колоннами. Тут тоже сидячие места, да? Я так понимаю, да, тут снег. все снизу будет. А это вон сценарий, смотрите, на NZ в финале против G2. Написано семифинал. Ебать, а чё Ширы нахуй в инвизе? Нет. Ему кто-то авик дал. А тут тебя авик дропнул, я что ли? В РЛ, короче, невидимку пробил. Надо на сервере включать дела. Куда я бегу, блядь? Мы не больше не играем. Широ в паду стала играть. Чего готовят? Смотри. Все команды Смотри, стоят. для всех просто сказали, что я делаю. Да. Все чуваки сейчас стоят и смотрят, как ты отыгрываешь улицу. Демку смотрел, прячется. Разбор демки. Флэш 1. Ты чё? Подержи. Ща ему... Вот это пробей. Я его защитил. Будет обзываться, скажет. Кто это? Кто здесь? Я Жабжабыч. А потом за сцену ты просто уходишь. Ну туда с лагом, короче, я ухожу. Но сейчас я зонтик. Парни, что будет, если я просто пизднусь со сцены? нахуй? The flag barrier walks straight into the booth for there. And as you see, the guy who's leading the team after the flag barrier always watches out for the purple, and then you row up. Так, let's go. Все, уходим. Поняли, как стоять на месте? Да. Все? Все, финиш, ну, Так, это что это такое? Давай его позовем с нами в шаттл, между нами посадим, будем ему вопросы задавать. Можешь с ними сесть и им задавать вопросы. Фламеза. Мы ему прессер создадим. Парни, дисциплина молодая, телесных наказаний давно не было. Можем отрезать кому-нибудь голову. Че, пойдемте? Так а машину нам дали? Бричку? Какая-то ебан бричка есть, го заднюю заберем. Быстрее погнали! Снимай меня, типа я в этот. Давай. Бори випка сзади. по машину. Ну все, витальцы пускай пешком пи***дуют. Так они с кайфом, они спортики. Вот задние парты в школе.
Короче, мы приехали обратно в отель, встретили нашего кореша Тинока, который нам подогнал вот такую штуку. Здесь 9 блайндбоксов. Дань, можно за тебя вытяну? Да. Я тогда 2 тяну. Как обычно, посерединке самая еба. Вот это там может попасться. О, я его хотел. Вытянул то, что хотел, ебать. Подожди, а там есть на что цеплять-то внутри? Нет. Нету? Нету. А наймы не надо. Так, из-за Данька. Чики-брики, пальчик выкинем. О, это ПВЕ сначала. Подожди, он не секретный? Ну, самый дефолтный. Димас, будешь открывать? О, я за Диму. Надо нарастало. Окей, давай, еще тебе Тоже еще. дефолтный челик. Да. Ладос, ты открывать будешь? Тут секретка сейчас будет, смотри. Это будет кайф. Да блин. Нет, да нет, КТшника дал одного. О, прикольно. О, ну, который ты хотел. Я за Мирослав. Давай, я за Серегу. О, это мистери, нет? Не. Че, есть еще один, открываешь? Один барящику дадим. Давай, погнали. Все, одинаковые? Да нет, тут такая штука. Ладно, го я ластовую открою. Че, мистери? Да блядь, нет! Бля. Открывай, понятно. Это под твою ответственность. На. А, ты вот так вот, да? А он любит такое? Ну не знаю. Да? Борис должен концентрироваться на игре, не должен расстраиваться. Симпотный. О, кстати, на Бориса похож. Это неправда. Ну, это крутышка. Ребята, another day, another dollar. Мы опять куда-то едем. Едем мы не одни сегодня. Помолодел, типа? Да, прям такой свежий. Я старый был, да? В Америке это был такой кринж невероятный, я не знаю. Челы реально сидят, играют турнир, а там на чоппер, и на мониторе у него наклейка брендированная чоппер. И знаешь, какой на кильте был, когда просто ты сидишь, короче, в студии, и просто вокруг все ходят на тебя, смотрят, ты как обезьянка в цирке, один в том углу там. Это просто кошмар. Зато в Америке погулял. Только Rivals комментил. Да. И потом домой, потом в Астану. А Атланту что не комментил? Братан, купишь мне права, у тебя бабок много. У нас сегодня travel день. Мы сейчас приехали на автограф-сессию. Потом мы поедем обратно. Потом мы поедем обратно. Потому что мы поедем на что? Правильно? На открытие. На открытие, а потом мы поедем обратно. Вот, смотри, какая штука справа. О, это Был нормально. такой, пробовал? Да. Ой, я вот эту штуку пробовал? Я в Питере пробовал. Чего, сколько? А я не помню, это давно было. Создайте мне свой влог. Ну, у меня есть YouTube канал. Это будет наш канал с Никитосом, понимаете? Давай, если хотите РЛ-влоги с Димасом, пишите в комментарии. Не, Никитос охуенно снимает, поэтому вы можете получить больше контента, только напишите в комментариях. Ждем, Никита потом соберет фидбэк. Подожди, тебе подарили тоже тебя. Внимание, Борис. Это когда 12 часов в Рио летишь, то вот в таком состоянии выходишь с самолета. Это Мирик. Мирик тут немножко разъелся чуть-чуть. Хочется подметить, какие воспитанные здесь люди. Вот мы идем, по факту, у нас один охранник. Мы идем просто сквозь 1000 людей. Никто не трогает, никто не бежит. Воспитанные люди. Круто. Бля, ну мы что, долго тут не 15 будем? 15:40 выезд обратно. Давайте в темпе, блядь. Ну вот сейчас выйдем сами, поздороваемся и поедем. Да. И кубок мы сами вынесем. Как и в прошлом году, перед стартом плей-оффа вся толпа киберспортсменов, все игроки идут к маршам к задней части арены. Чтобы подготовиться к выходу на арену, буквально через пару минут стартует мажор, кёльнский плей-офф. Блин, я взволнован. Фейз ап. Забавного, игры еще не начались, даже открытия еще не было, а пол уже весь в пиве.
вышли, блядь, вообще класс, пацаны, блядь, такой хайлайт, блядь. Спасибо большое. Спасибо тебе, братан. Молодец. Молодец, пацаны, красавчики. Арена нормально заполнена для четвертьфинала. Вообще, Как тебе ощущается? Я на самый верхний этаж смотрю, Ладно, тебе все нравится, Борису интересно. Прикольно. Прикольно. Ты чувствуешь, что это действительно необычная арена? Вот у тебя есть это ощущение? Ну я чувствую, что у меня сахар в крови упал, мне просто хуёво, поэтому. Но в целом прикольно. Начнем играть завтра. Ну там-то я выпью что-нибудь сладенькое перед игрой. Ну что, наконец-то начались плей-оффы. Это так получилось, что у нас аж с 13 или с 14 выходные. 4-5 дней, получается, без игр. Ну, понятное дело, играли праки, индивидуалка какая-то, но при этом все равно каждый день почти мы куда-то ездили, то медийка, то репетиция. Сейчас у нас раннее утро, у нас сбор, первая игра дня. День начинается с не очень хороших новостей, потому что помимо того, что у нас болеет Мирослав, у нас еще и заболел Андрюха. У него очень сильно болит горло, потому что они жили в одном номере с Мирославом, я так понимаю, подхватил. Но имеем, что имеем. Сейчас мы подождем, пока парни соберутся в практисе и спросим у них, что, как дела. Борь, мы снова сегодня играем с Г2. Мы играли последние 3 или 4 турнира с ними. Какой мапвета для нас было бы идеальным сегодня? Что бы ты хотел, чтобы они пикнули? Overpass, их пик, наш пик. +2, третья карта Мираж. Здорово, братишка. Здорово. Why? I'm a bit sick. You sick? Very sick? No, not very sick, just the throat. Bro, I have my immunity, you know? I'm not scared, you know? Давай. The vlogs of Spirit are so good. You like it? I watch it. It's the one that makes, I think, the most views as well. Yeah. 1 hour is fucking. Забыл показать вам нововведение у Дмитрия на столе. Вот, пожалуйста, установили ему трубу. Это чтобы вместо TeamSpeak. Вместе с пиком, да, как дозвольте. Алло, Борь, на, выходим. И главное не ждать ответ, главное сказать просто на, выходим, а дальше уже... Трубку бросить сразу. Давай, давай. Зайка, ты сможешь. Блять, я в Рецпо улетел. Сколько можно там? Еще буквально минуток 20, и мы будем на арене подключать девайсы. Наконец-таки в Lanxess арене. Года не прошло, мы вернулись. Как же хочется финал. Кубок хочется. Пойдем к толпе Виталити петь песни какие-нибудь. Там уже G2 армия. G2? Да. А где наши? Я хз, вы не проплатили. Наши в Астане и в Китае. Не, на самом деле я считаю, что у нас классные фанаты. Они очень такие, чилгаи все. Типа, они болеют, поддерживают на арене. Просто нету вот этого вот, типа, с барабанами мешать людям спать, типа, перед отелем. Хотя, кто знает, может быть, время пройдет, Смотри, у нас будут ультрасы жесткие. Смотри, в Астане наши фанаты поддерживали нас, и G2 обосрались. Теперь они рассчитывают наоборот, что их тут будут вот так вот поддерживать, их армия, а мы обосрем. Может, им вообще прешер, короче, будет. Что они увидят, сколько за них фанатов болеет, и они такие, бля, надо победить, и не выйдет. Какая самая долгая игра была в CSGO? У меня 60 раундов на Нике против Андрока. А на фейст? 100 раундов было. 100 раундов? Что это за карта была? Миражик с Кашлидом и Чизоку. 100 раундов, это сколько часов? Я стримил эту хуйню, можете на ютубе найти. 4 часа вроде. Короче, я играл с Овердрайвом и Сиренью, играли Вертиго, мы были 5 в 2. Третий раунд, первая половина допов. Я прыгаю на рампе, чекаю, думаю, ну все, заебись. Я бегу, просто за карту выпрыгиваю. Пашок проебывает дуэль, Леха проебывает дуэль, в спину там шел, или Пашок шел. И мы, короче, 5-2 так въебали, после этого ни раунда не выиграли. Помните допы долгие, 10 раундов где был? Помнишь переигровки на StarLadder с СРМР, блядь? Бля, это вообще ужас. Я, кстати, скорее всего, единственный человек в истории Counter-Strike, который выиграл, типа, матч на ХЛТВ с 0 АДР. Мы просто играли оверпас, 4 раунда эти, ебать. Я стоял АФК в подвале, а на Б я стоял просто АФК на бочках. В чем прикол? Вы раунды, 4 раунда допов, но допы доиграли в другой день. Не знаю. Там до хуя серий было этих. Так 4 раунда. Еще, блять, аимку бы сыграли бы 5 на 5. Аимку нормально было бы.
У нас новый гость, наш завсегдатый, любимый Константин TVD. Здорово. Мне казалось, что ты был в прошлом году на арене на этой. Нет. А ты не доехал. В прошлом году не доехал. А вообще на плей-оффах ты тут был на ней, на Ланксисе? Нет. Ни разу? На самом деле нет. Я был в Тавице много-много раз, а вот в Кёльне нет. Много людей говорит, и я в целом поддерживаю такое мнение, что это реально топ-1 арена. Я лучше, как будто на других аренах вообще не был. Очень интересно. Прикол в том, что Кёльн в целом легендарный турнир, легендарный стадион. Тут есть прям традиции и какой-то легаси. Десятилетие буквально здесь турнир проводится. И помимо этого сейчас еще и мажор, поэтому ну как бы вообще супер. Я думаю, тебе очень понравится. Я уверен. Единственное, вот в этот раз видишь изменение, что раньше-то мы сидели в палаточках за сценой, а сейчас нам вот аж целую гримерку выделяют. С компьютером. Ты кринжа навалил жабу. Что ты довольный такой? Я угорал с кринжа просто. Он что-то задает вопросы, я ему, блядь, говорят, что вы делали, чтобы выигрывать, а я вот так вот делал. Я, короче, там кринжа навалил жабу. Тим Б, да, Мирослав? Я не знаю, как это работает. Ну вот смотри, Тим А забанит, вот тут вот мы забаним Мэншн, ставим Анубис и Мираж и выберем сторону на третий. А нам что нужно? Сторону на третий. Там написано полностью должно быть. Да, все написано. Тот, кто не выбирает сторону, что получает в виде бонуса? Выбирает карту. Overpass. Ладно, сейчас вы додрафтите. Dust 2. Team Spirit. Bands. Enchant. А может Мираж забанит, что будет интересно? Бля, если я Анубис забаню. Зачем тебе банить Анубис? Ну, чтобы интересно что-то было. И у вас последняя карточка. And the last map is... Опа, валет бубновый, нихуя себе, вот эта карта последняя выпала. Overpass, Dust, Мираж, КТ, атака, КТ. Короче, ты ровно такой же ответ мне сегодня и сказал. Блять, я тебе говорил, что позавчера, блядь. Не говорил ты мне. Ты мне говорил, будет Нюк, Инферно. Бля, какой кринж. И, возможно, Анубис. У нас ребята подключаются. Капец жарко на сцене что-то в этот раз. В прошлом году такого не было. С нами дядь Леша, как всегда. По секретному, да, снимаешь? Чего можешь сказать про G2 вообще сейчас в целом? Вот если обособиться от сегодняшнего матча, мне кажется, они форму набрали. Ну, я тебе так скажу, из команд 1/4 G2 это вот нижний порог хороших команд. То есть, ну, 9Z новички, Бэтмен тоже новички, мы это опустим за скобки. А вот G2, они вроде уже команда опытная, но это нижний порог. Естественно, кто там остался, Аврора, Фурия, Spirit, Vitality, Falcons, они на голову выше. Поэтому должна быть уверенная победа. Надо хотя бы 2 из 5 мышки подключить, и G2 будут повержены. Как думаешь, вот, если дать G2 этому составу еще полгода, есть ли шансы у них подняться выше? За полгода, дать шанс Санпаюсу еще полгода, чтобы все-таки в него верить, люди стали. Пока это очень все. И даже у меня появляются мысли о том, что я еще могу где-то пригодиться. Когда за некоторыми ребятами на про-сцене смотрю, там Броки, Ультимейт, там много. Про оверпассах что думаешь? У нас последний оверпасс был тяжеленьким. Ну, у них хороший винрейт. Последний оверпасс был тяжелый не потому, что команда была суперсильная, а потому что Спиритом было тяжело. Вот если был бы тренер, это была бы 100% победа, уверенная на оверпассе. Потому что был бы точечный кол со стороны, который бы просто не дал бы 9Z реализовываться. А так, я думаю, сейчас команды на фулл-фокусе все понимают, должны. Худшее, что может произойти, это проиграть оверпасс, выиграть 2 карты. Это худшее. А так, я думаю, что 2-0. Ребята full confident, хорошее настроение у всех, уверены в себе. Будем болеть. Болеть и верить. Верить в команду. Короче, да, я, честно говоря, так же думаю. Должно сегодня все хорошо пройти. Сейчас ждем ребят, потому что там с ними особо не поболтаешь. Там опять вот эти красные зоны, то, о чем я рассказывал. Пойдем сейчас созваниваться с Атфом и готовиться уже к матчу. Будем стартовать. Да. Короче, чуваки, у меня их всего 2, поэтому решайте сами, кому они уйдут, окей? Нас двое. По одному? Один вам тогда? Is there anything threatening about this G2 team that you're playing today? Все, вперед, сердечко, брат. Второй пас. Детство нас вперед. Все, четко, поехали. Так, дайте мне Боря. Да, я слышу тебя. Боря, здорово. Так, они за атаку, правильно? Да, мы за КТ.
Что, ты Жабыча себя будешь брать, выходить с ним? О, бля, давай. Ну иди бери, я не могу на стану. Я же не могу, пойдем. Как, пацаны, готовы? Да, готовы. Последние вот эти 4 дня сидели, тренировались, все, праки, все. Я спрашивал, на самом деле, Даки на камеру. Я уже, на самом деле, все узнал у пацанов. Уникальный момент. 2 легендарных капитана и Леня Чоппер. Я хотел сказать, драйв. Всем здорово! Вас стало здесь в разы больше, чем в прошлые разы, совершенно точно. Я не ожидал некоторых из вас здесь видеть. Сегодня у нас плей-офф, мы сегодня играем со зрителями, поэтому будьте добры наслаждаться этой возможностью, парни, потому что мы уже поиграли в этой студии. Сегодня у нас будет больше зрителей, более интересные Шпилова, вот эта вся хуйня. Поэтому будьте в моменте, будьте в игре и наслаждайтесь игрой. See how he's feeling to throw nades on top. Don up, Hunter's gonna get game. Don aggressed by his side. G2, he's bought more now. All of Spirit. Look, the assault. Teniz catching Mattis on that. All reinforces the spot. It's overlooked. As he goes back, there's a stack. The other one chasing with another entry. And back into the retake. This is on Spirit trying for Don. This fight the US has so many times, but this. You could not able to long it. Makes them an underdog in every. As soon as that bomb is planted, domination on their map pick as they shut it down convincingly in the. Давай, Диман. Алло, слышно, да? Да. Так, во-первых, давайте забудем про Верпас, на него абсолютно. Сейчас 2 наши карты, давайте их разделим на них. Так, мы стартуем за атаку, правильно же? Да, мы стартуем за атаку. Да. Пока ребята сейчас с Димкой общаются, готовятся к следующей карте. Да, я с каста пришел к пацанам, но у них там пока настрой идет, и в такие моменты я сам знаю лучше, думаю, нет, не стоит пока вообще заходить, лезть. Слушай, что не так пошло? Да, за КТ ключевые вот моменты с приемкой на Б. G2 молодцы удивили, но я думаю, ребята, мне кажется, ждали такие моменты. По микре вот в такие ситуации нужно, чтобы договоренность была, кто за что отвечает. Вот мне кажется, в таких играх решает вот наличие сзади человека, который может подсказать правильное решение. А по игре именно видно, что пару колов задов, которые прям где-то вот изменили вот точно такой, знаешь, сумбурный кол, который убегали с А на Б. Да. И он хороший кол. Действительно, он хороший, но его по исполнению нужно делать, чтобы люди через монстр бежали. Тогда ты, получается, со стороны можешь бочек продавить всю эту зону, они зиги. Из-за этого, вот мне кажется, могли здесь чуть надломиться, и здесь вот нужен как раз, чтобы Жабыч воткнул паузу, сказал, пацаны, все окей, мы дали хороший кол, мы играли неправильно по микре. И мне кажется, пацаны могли чуть-чуть запутаться в этом, потому что, на самом деле, я смотрел игру, даже где-то G2, если что-то читали, можно было выиграть, но вот 2 ключевых раунда в игре, которые сильно порешали. Это самые главные слова, что я сейчас услышал. Я зашел, и у меня, в принципе, те же слова я хотел сказать ребятам. Забейте хуй, это типа их пик, оверпас. Да. Сейчас будет даст, где Данечек побежит, где Борька будет с подъема просто хаешки им в рот сувать. Сейчас будет Мираж уверенный, все. Типа, главное, в этот момент всегда просто забить хуй. Ну, типа, это их пик, и все. Пацаны играли нормально, бывает, не повезло, это не рабочая карта, поехали дальше, все. На дастик мы переходим, идем болеть. Сейчас все будет, я уверен. Будет нормально вообще. Согл, даст 2. In this 2-on-3, they're hoping this leads for Nerds. Getting left to Heavy. Everything as he makes his way. Start to happen. Tenier with a free. Wait for that tap. Wait for that. Out is gone. Dodge. Leaving now Nerds. As he's getting 2v4, they will in this second match to fall. Cologne, yeah, and instead he's Jeopardy. Now the defense falls just as thriving enemies. They hope they, this. We'll have open the action here. And Heavy gone. Very hostile. Day plays. They'll come into it a little bit. Hunter Lee comes through with a double. Decisive. They keep them in the series, and it's his. Top tag comes in, softening up the first 2 players. No way! Are stabilizing, waiting back in the tunnels. Attempt this trade. Captain bail out in vain. Wings out. Dom does it! Spirit still in this quarterfinal. Молодцы. Ты что в конце сделал? Я так боялся, сидел, Даня, просто
Ты красавчик. А на форсе что было? Ну, форсе, да, вообще, бля, я... Та же позиция, кстати. Да. Как в начале игры. Я, блядь. Что за отец игры? Где церковь? Я свечек выставлю, блядь. Как в начале игры, так как началась игра, так и закончилась. Да, очень сильно было. Коленки дрожали в какой-то момент? Когда я бежал ТО обходить 1 в 1, там тряслась сцена, просто пиздец. Я не понимаю, они начинают орать, и я не понимаю, они орут, потому что он меня ждет или нет, но я забиваю, просто бегу на яйца. Он вообще он даже не посмотрел. Да, я просто кинул монету полностью. Сегодня мы снимаем на ебаную здоровую камеру, потому что мы снимаем кино. Сейчас мы закрываем Миражик, идем в полуфинал. Подписывайтесь на Team Spirit во всех соцсетях, ставьте лайки. Класс. Пацаны, мы можем в игре, вот, Мирослав, ты говоришь, типа, круто, но другие, блядь, пацаны, побольше в прицел смотрите, пожалуйста. Да. Просто не обсуждайте, как они играют. Играйте, блядь, в своем экране и сетапте, пожалуйста. Вот сейчас немного спокойнее, мы стартуем за КТ. У нас игра в нуле, мы не прижаты сейчас счетом. Следите, типа, за коммуникейшеном. Да, держите себя в руках, потому что, ну, в среднем, типа, какая-то рандомная хуйня происходит из-за какой-то либо суеты, либо фона, либо так далее. Поэтому вот сейчас зайдем, типа, со спокойной головой на третью. Да, хорошие слова, пацаны. И просто фокус на своей игре на самом деле, потому что много, знаете, каких-то рандомных вещей получается. Мы в ГТ не готовы к их действиям совсем, и поэтому вот сложно играть из-за этого. Поэтому просто играйте в свою игру. Так, поехали. Мы за защиту? Да, мы за КТ. Парень, Господь на нашей стороне. From the biggest upsets. Finding moments of spirit, Vegeta clutch up. Fight towards the spawn. Up to get Sony. Into the Celtics brushed it. It's doing a very big for both teams over. Finally having it. To be a problem on the ground. Smoke them that open. Move a much change. It's smart left wide over. Bomb plant. 1v4 for the captain. I'll make the difference. Gonna back his aim here. As well as G2. Он просто вылетел. Я никогда не видел, чтобы он так быстро бежал. Блядь, черт себя, он просто вылетел в поле, блядь. Да. Мы по-другому не играем в этот турнир. Большой красавчик. Молодец. Эта игра вообще... Пауза против на Spirit очень мажор. Это очень жестко было. Да, я устал. Как тяжело это было смотреть, Ярослав. Как тяжело там сидеть было. Почему? Ты говоришь, жарко из-за этого? Да, очень. Там просто парилка. Прикинь, сейчас Next играть, они сидели. Вон Экс катаем, парни, еще. Боря 1-4. Боря это вообще, Боря вообще мясник. Сижу и думаю, Боря 1-4. Что-то думаю, 1-4. Он еще сел, знаешь, вообще не взять раунд. Ты когда увидел, что это 5-й допы, что ты подумал? Маус против Spirit, Остин мажор. А вот раунд, твой раунд, короче, который вывел, в принципе, на все. Как ты вообще догадался залезть в окно, просто сесть? Как ты что-то чувствовал в этот момент? Я остаюсь 1-4. Я думаю, мне пизда. Мне пизда полная. Я запрыгиваю в эту кухню, понял? И я запрыгнул туда с расчетом на то, что я выиграю, убью двоих, понял? И 1 в 2 останусь и как-нибудь разыграю. Там чел выбегает, я вдавливаю ЛКМ просто. И подряд 3 падают, 4 падают просто, и все кричат, арена Я даже не понял, что произошло, понял? Я просто втопил кнопку, я все. Ярослав, что скажешь по игре? Ну, тяжелая игра, мы много попадали комы, много знали, что они делают, но мы много все равно умирали, даже так. Было тяжело играть
по некоторым другим причинам, внешним, не особо зависящим от нас. Вы вот, ты говоришь, умирали. Это вас перестреливали или это брак какой-то? Они хорошо играли, они играли лучше, чем я думал, например, они будут играть. Но в целом просто много браков. Когда все делается нормально, ты заходишь на такую официалку, и некоторые вещи делаются просто плохо, в которых ты уверен, которые обычно делаются хорошо. Становится трудно играть. У меня вопрос, вы когда за Т играли, ну, Сан-Павис, по-моему, он исторически стоит на А, за КТ, в КТ. Почему вы поначалу не отдавали туда смоки? Потому что вы кидали флешку, я так понимаю, но каждый раз, когда вы флешили, он все равно находил фраг, а потом вы начали... FPS можно по-разному, и если мы делали как-то не так, как кажется, что нужно было делать, это не значит, что там просто не было брака элементарно. Раунд там можно доигрывать, а не доигрывать так, как можно. Какой матч? Сумасшедший. Я, честно, сам даже эмоций таких давно не испытывал. Мы вообще не сдавались. Да вы красавцы. В этом, понимаешь, в этом все. Может, нас на Инзи реально подготовили вот к чему-то такому? Расскажи про клатч. Ой, не про клатч, а про эйс. Да изи было, что. Они уже доигрывали, как будто, если честно, казалось. А мы, наоборот, только набрали, понял? Судя по, как бы, вебкам их, они до последнего сидели. Понятно, да. Да, конечно, все хотели до последнего. Они очень тильтанули, когда Никитос вылетел. Heavy God. Так он бы не выиграл. Там мертвый раунд, что тильтовать? Ну, они не знают, где чел. Там бомба под Зик чел на 15 секунд. Ну да, там невозможно. Я сказал, когда Боря прыгнул, я сказал, это граффити будет. Я сказал, это будет граффити. Я бы тоже раз сказал граффити. Это пиздец, какие вы молодцы. Ну да нихуя же краба давал вроде, блядь. Я надеюсь, что его добавят, но уже граффити давно не добавляли. То есть мой 1 в 5 на мажоре типа хуй. У тебя просто там динамики, понял, а здесь прям сразу все. Раунд, когда ты проебал класс, даже похуй, 1 в 2. Какой он охуенный был. Знаешь, в чем прикол? Я, блядь, иду фейковать, даю молик джангл, падаю под кон, попадаю в Сан-Паюса, минус 64, блядь, в ногу. Это пиздец. Раунд широкий был. На допах мне понравилось, что широко начали играть вообще. Охуенный матч. Сумасшедший какой-то вечер сегодня. Просто нереально бешеный. Я давно таких игр не видел. Я думаю, Данька давно таких игр не играл. 2 матча подряд. Мы создаем лучшие игры в Counter-Strike на этом мажоре. Побили свой рекорд сосинского мажора. На 1 раунд целый. Да, еще я слышал, что мы вроде по просмотрам на стримах побили. Или это не так? Ну это вроде только за CS2. Ну, CSGO там Стокгольм мажор. Когда на в финале были, то там... Ну это, наверное, самый просматриваемый не финал. Наверное, так, да. Самым рекордным. Слушай, расскажи мне, что на оверпассе не получалось? Почему тяжко было? Наверное, просто сложились так обстоятельства, что это наш первый матч в плей-оффе, и разминочные матчи всегда идут туго у всех команд, это без исключений, и против команды G2, которая очень идейная команда и постоянно нас старается чем-то удивить. Такая карта, как Overpass, требует очень большой уровень концентрации и коммуникации, и мы просто были нестабильны в этом плане. У нас были хорошие раунды за обе стороны, где мы выигрывали прям 5-0 уверенно, и были раунды, где мы просто проваливались и проигрывали 5-0. И как бы, я думаю, просто сложились так обстоятельства, потому что эта тенденция нас начала преследовать потом в дальнейших картах, там и на Дасе, и на Мираже, то есть не сказать, что там какой-то геймплан не удался, наверное, просто мы плохо в деталях действовали и позволяли людям делать то, что они хотят, просто не наказывали их за то, что они будут делать, и все. Наверное, карта не щадящая вообще. Мы проиграли форс, и из-за этого просто счет изначально уже очень неудобный, 1-3, потом они добрали 2 раунда, и просто Теров потом очень тяжело было, потому что не на должном уровне коммуникации было, в принципе, все. А Даст, вот это твой забег на лонг, что ты думал вообще в тот момент, когда ты один остался с Сан-Паюсом? Когда я принимал решение, я понимал, что я, скорее всего, с вероятностью 90% выиграю. Единственное, что может мне помешать, это только если начнет толпа гудеть. В итоге я прибегаю на топ-мид, она уже начинает гудеть. Да. Я понимаю, что бомба в пункте, я убил носителя бомбы. Ну, он не может здесь находиться, просто это невозможно. Я понимаю, что они гудят, типа, просто так, наверное, типа. И он может развернуться меня убить, но я уже думаю, что нет, типа, если они начали гудеть так рано, то вряд ли он меня смотрит, и он где-то должен быть в середине длины, как он оказался, что он на тачке был сверху. Ну, это должен быть супер тайминг, чтобы он развернулся и убил меня именно в момент того, как я его пикаю. Это просто мне бы очень сильно повезло бы несколько раз. И я посчитал, что надо уже
полностью пользоваться моментом. Я на секунду, я вошел вот в двери банки, и я такой засомневался, блядь, что он меня ждет, что ли? И я понимаю, что не, это просто невозможно. Это было очень жестко. Потом что еще был? Клатч твой. Да, блядь, сегодня столько хайлайтов было, честно говоря, что я забыл полностью оверпас, когда Мираж закончился. Уже просто там в ноль. На Дасте клатче там очень много обидных. Не, знаешь, что по Миражу интересно? Конечно, первое. Счет 12-8 или 12-9, я не помню. Когда они 12 взяли, Боря колет паузу. На этом турнире в целом паузы редко ставим. Что он сказал тогда, что вы добили до допов, и еще потом 5 допов сыграли и победили? Он заколил раунд, вернее, какой-то, или он вас подбодрил, какой хрен знает? Ну, заколил раунд, да. Но это был общий групповой штурм, наверное, я бы так сказал. Мы обсуждали о том, как найти ключ к их защите, потому что уже, мы летим 12-8, надо как бы уже действовать, типа что-то начать делать. Нашли? Вроде. Не уверен, то слово. Не уверен, типа 20 раундов еще. Бля, это было очень тяжело. Еще 20 раундов искали, там 10 пауз был. А когда Боря 1 в 4 взял, там, что орали? Че вообще? Окей. О боже, еще один матч, получился, который под микроскопом можно разбирать вообще. Потрясающий Counter-Strike, потрясающий. Это как матч вот на Астане был против Фурия Фальконс. Вот такой же, куча клатчей, все на тоненьком. Потрясающий день для Counter-Strike сегодня, друзья. И впереди нас ждет полуфинал. Сейчас вот мы сидим, смотрим, ждем, пока закончат, доиграют. Falcons, Vitality, у них тоже, паритет и по картам, и по счету на данный момент. Вот, и завтра проснемся, поготовимся и поедем катать. Сегодняшний матч смотришь, и это по-настоящему именно командная победа. Многое шло не по сценарию, которому нам бы хотелось, да, но при этом никто руки не опускал, и именно в такие моменты проявляется характер, в первую очередь, да. Спасибо за самоотдачу, за седые волосы, это было очень круто. И такие камбэки в целом, на мой взгляд, ценятся вдвойне, потому что вытащить вот такое в целом, это очень сложно, особенно когда уже динамика сбита, уже странные клатчи происходят и в одну, и во вторую сторону. Такие матчи нужно уметь выигрывать, и вы сегодня с этим справились. Это классно, красавцы. Всем добрых снов. И поменьше снов, АКС. Хочу начать со слов, что я переобулся. Я жестко переобулся по той простой причине, что вчера я сказал, что смотреть за играми нас и Г2 уже стало скучно. Потому что мы играем весь сезон с ними в плей-оффах. Я не знал, что я настолько ошибался. Вчерашняя игра принесла столько эмоций, была настолько... настолько красивой, что я не мог уснуть с 6 утра. Это было потрясающе. Сегодня будет похожая встреча по той причине, что мы с Falcons тоже играем уже на последних 3 чемпах. И кто знает, может сегодня в Counter-Strike родится еще один матч, про который потом будут в учебниках писать. Женя, ты нормально в теннис играешь? Я вообще не умею в теннис играть. Я тебя ебу. Пойдем? Давай. Я не умею. Просто на улице. Костя мастер спорта. Я могу левой рукой тебя обыграть. А ты про Любомыча играл? Нет. Любомыч тоже хорошо играет. Верю. Да, ну если ты мастер спорта, Ты с Инса не играл? Я не мастер спорта, это Костян, прикол. ты с Инса не играл? По-моему, нет. Инса не Бумыча выиграл 20-0. Инса не с Мибор. Блять, а мы же выиграли с тобой у Янгстера. Он денег отдал? Я дает мне деньги, блядь. Я левой рукой с Симоном играет, я говорю, Симон, ставлю 100 евро на него. Он говорит, давай. И он левой рукой его Это было в Кракове еще, короче. Реально? До сих пор торчит. Янгстер, где мои деньги? А ты прям хорошо играешь, Кость? Ну, я теннис большой играл, типа 10 лет больше. Поэтому настольный там техника Что-то похожа. уже не хочется, да? Плюс-минус. Ну, я только в детстве играл, понял, там 1,5 годика, летом с папой. Пацаны ушли, готовятся. Базилио ходит, лентяйничает, тут что-то ничего не делает. Это неправда. Это максимально неправда. А что, чем ты занят? Теннис поиграл. Это, кстати, дело вообще важное. Да, я прошу прощения. Смотри, вчера был матч просто пипец. Ты на голову, и честно. Ты откуда его смотрел? С арены. С арены? Скажи, что было на арене, когда Боря 1 в 4 взял? Честно, он когда сел вот это, понял, в кичне, в энгл, вот это, 4 чела бегут в кичен, и я понимаю, то, что есть шанс одним зажимом ебнуть. И он ебал. Да, это вообще пипец. Ну, челы просто все кричали. Сидим сверху над сектором G2, они все в тильте, а мы кричим. Базик пойдет заниматься своими делами дальше важными, то есть играть дальше в пинг-понг, как я понял. Тоже верно. Вот, а мы пойдем к пацанам. Чао, Готин. Дима, здорово! Подожди. Здорово, здорово. А то, что я без футболки, нормально? Нормально, у тебя Ну, имеется в виду без этой. У меня тут одной. Вот ты рама, слушай. Мне вчера понравилось.
Я пишу, почему я на В, Боря пишет, а что ты туда пошел? Ты сам туда пошел. Да. Я знаю, я типа сам туда пошел, я просто думаю, это Б, походу. Я пишу, блядь, почему мы на А стоим? Боря говорит, так кол 4А. А потом он пишет, ты туда сам пошел. Меня не было просто, Борь, по 3 флешки, понял? Матис выпрыгнул, блядь. У меня уже нету нервов, я уже каждый раунд как последний играю, просто говорю инфу. Мэншн, ты играешь сегодня? Я, честно говоря, не знаю. Вообще вряд ли как будто. Нюк в теории третий. И Мираж, да, получается. Ну, мы все время их катаем с ними. Так, Никитос, ты ответственный за мой портфель, вот это. Что, блядь, подожди. Да, ты ответственный за все. Я отвечаю, но я их брать не буду. Нет, ты сейчас ответственный за все. Я, блядь, отвечаю, но брать портфель не буду. Их первая карта, наша вторая, потом мы баним. Что мы баним? На выбор наставляем нюку и +1. А что, баны пики уже? И симуляция в голове. Пик что-то. Шахматы по памяти. Значит, надо банить второй волной Анубис в первую очередь. Если Анубис пик, то второй волной бан между нюком и Эншентом. Придумал, Борь? Вето. А не пик. Бля. Ну ладно, по ситуации посмотрим. Бориса украли. Я думаю, что он все расскажет мне. Я думаю, он ничего не расскажет. Здорово. Здорово. Удачи вам. Здорово. Боря от Шиксел. Здорово. Легенда. Здорово. Be picking the start sides. Че, они уже 30 секунд думают, там какой гард забан первый, да? Сейчас Зоник стучит. Ребят, что банить? Анубис или Эншент? Мираж. Или Нюк? Мираж. Анубис. Мираж, да? Да. Пик Мираж. Мирослав, думай. Мы баним одну из 3 карт. Какую? Ancient Nuke даст 2. Мы баним карту, Ancient. Мы за КТ стартанем. Но, скорее всего, это просто даст. Будет всем похуй. Так, наконец. Так, бан The Ancient. Мы стартуем за теров и за КТ. 7-й мажор, 6 плей-оффов. 1x Major Champion. First Major is IGL. А еще же не было игроков, которые выигрывали мажор Да, на 2 разных Да, значит, позициях. они готовили. Да были Apex. Apex, да, он на энтрифрагере, потом на игре. Ну, он и сейчас энтрифрагер, по сути. Пол. Плюс. Минус. Мужчины, идите сюда, берите жабич и топайте. Борян, скажи пару слов по ветру. Ну вообще, ожидаемое было. Играем базовые карты. Пока парни настраиваются. Стою, что-то засмотрелся на арену. В целом вообще. Ты что припотелся? Жарко здесь. Жарко? Ну и нервничаю. Да не нервничаю на самом деле, честно говоря. Давайте интервью возьмем. Да, давай, стой вместе. Я как раз, я вспоминаю, просто стою, вспоминаю прошлый год. И как мы в полуфинале, мы с Нави тогда, по-моему, играли. Прошлый год, я помню, что во время турнира просто была какая-то unstoppable форма. Прям, знаешь, ощущение было, что мы там всех переедем без шансов. Только Виталики могли как-то с нами пободаться, но они Маузам проиграли. Прошлый год был такой тоже волшебный, и есть у меня ощущение внутри скрадывается. То, что... Сильная вера внутри, что может... Да, все получится. Все может получиться, да. Далеко не будем вперед смотреть, мы должны наслаждаться моментом сейчас. Я вот, честно, в прошлом году мало замечал ощущение, когда играешь. Вот когда ты здесь, ребят находятся, вы там за спиной, там по трибунке, прям весь звук, вся акустика направлена сюда, да, прям весь шум идет. Потому что когда играешь, это вообще не замечаешь, что у тебя вот монитор и все. Да. Там нахожусь вот на касте, тоже как-то мало этого все проживаю, потому что здесь основная волна сюда летит. Но представить просто, знаешь, какие вот вчера пацаны вообще эмоции здесь переживали. Мне кажется, это невероятно. Потому что я так немножко пообщался после игры. Ну, знаешь, по базе пацаны все как такие, да, нормально. Ну, тяжело, типа там, я думал, типа тяжело. Но вот интересно, после игры вообще там уже были какие-то тимтолки, рассказывают что-нибудь пацаны интересного? Они просто вспоминали все моменты по 10 раз, знаешь, сказать, а помнишь, что вот это сделал? А помнишь, и они так минут 10 проходят, а помнишь, что вот это сделал? Об одном и том же. Ну, это вайб, значит, есть хороший. Да. В такие моменты все пацаны делятся своими вот переживаниями, эмоциями, это отлично. Мне что очень еще нравится, я при них не озвучивал эту мысль, но вот у нас были ситуации, когда мы вот после такого серьезного матча, ну вот чуть-чуть вот сдувалось внутри. Да. Сейчас этого вообще. А сейчас наоборот, да, все мы как будто напитались вот этим. И это, я говорю, у меня мурашки на ладос. Это а вам правда, что вам свет вчера офнули? Да, всем офнули свет и сидели просто в темни. Но так даже было как-то атмосфернее, уютнее, потому что после вот этого матча, что мы увидели вот между пацанами,
нами и G2 уже все так выдохнули. Вообще все, знаешь, мы сидим просто так вот. Моноси, Керриган физпад двоих играет. Молодец, Керриган. Ну, типа, нет, а понятно, Игорь Стэн, типа, он наваливает жестко, а я вот уже все, я типа, у меня там все мысли там, то, что здесь в игре произошли. Слушай, а ты Вета знаешь? Тебе уже сказали. Да. Что думаешь? Слушай, по игре из того, что я видел, у них херовый Анубис, честно скажу. Да? Из того, что я видел. Ну, да, потому что именно мое мнение, то, что они выиграли у Нави за счет неожиданностей в моменте сильных. На Б-базу заобузили очень сильно за атаку. И Керриган, ну, какая у него свобода действия в миду, я, конечно, мое почтение стыдне Керригану. Он просто в соло ходит на шифте вот так вот, знаешь, забирает мид. И я не знаю, как пацаны сейчас там готовились и прочее, и мне показалось, что они выигрывали за атаку. Атака самая сильная на Анубисе. Да. Вот очень много за счет неожиданности и то, что никто не знает, что они делают. А при этом, при всем, у них сильная КТ. Действительно сильная КТ, они очень хорошо пользуются гранатами. Прям я вот смотрел, отмечал вчера, сидел, что выдерживают прям без фона, знаешь, стоят 2Б, до 40-й 2 смока остается. Это очень показательный момент. Посмотрим, если ребят получится хороший дефенс показать, 6-7 взять. Я уверен, что пацаны обсудили все эти моменты и знают, как вскрыть вот эти моменты с гранатами. По-любому, ну еще против Дании мало кто будет гранаты держать по минуте, знаешь, тоже. Вот интересно будет посмотреть, какой ответ пацаны найдут на то, как гранаты держат за КТ Falcons. И второй ответ — это справятся ли они вот с этой рандомом на Б-базе, потому что, ну, то, что последние ДДМки там они показывают, просто бегут вчетвером по 2 флешки, уверенно заходят в мейн, вообще не боясь ничего. Но я знаю, что ребята любят 3Б вставать, я знаю, что Даня с Борей четко принимают такие моменты и знают, как выигрывать. Для меня все эти водные знаю, я бы сказал, что пикнули Анубис — это хорошо. Ну, Боря сказал, что он ждал этого вета. Поэтому Да. если капитан уверен, если капитан верит и знает, значит, все а Борис у нас любитель взять второй авик на Б, а второй авик на Б на Анубис — это вообще все чит. смерть, да. Поэтому, слушай, мне кажется хорошо, что такой пик произошел, довольно удобные карты. Есть вопросы, на которые нужен ответ, и в игре мы его увидим. Стопудово. Дима, слышишь нас нормально? Да, я вас слышу. Все, Вы с меня кайфом. слышите? Да, мы тебя хорошо слышим. Так, смотрите, давайте сначала пробежимся по основным моментам по этой команде конкретно. Смотрите. В целом эти челы будут делать какие-то кастомные вещи, которые мы, возможно, еще не видели. То есть не стоит фониться за это, просто нужно спокойно давать ебать, и четко давать инфу, и четко принимать решения. Что это такое? Я на энергосберегающем. Как ты выключаешь это? Ты включаешь? В смысле? Так, как ты понимаешь, что со мной что-то не так? Смотри, когда я, допустим, потерянный, это видно, но, допустим, когда я больной, это немножко по-другому. Ты поэтому и на энергосберегающем? Да нет, да просто такое состояние, просто ты лишний раз не хочешь просто веселиться, потому что, ну не знаю, Потому что не весело, братан. ты когда, допустим, бодрый, у тебя самочувствие прям вообще великолепное, ты просто лишний раз какую-то фигню хочешь сделать. А когда, допустим, ты себя... Простывший, у тебя же иммунитет все равно страдает, если что-то болит, то ты все равно, типа, вот эту лишнюю энергию просто тратишь на то, чтобы максимально быть сфокусированным. Поэтому ты не делаешь какой-то лишних каких-то вот этих вот эмоциональных всплесков или чего-то еще. Значит, правильно делаешь. Вон там сидят. Каково это флаг выносить? Нормально. Он тяжелый? Никак. Потрогай. Можно? А можешь меня сфоткать? Только не удари. Выйди сюда. Тяжелый. Я привык. Надо серьезным лицом идти? Вообще прям фул серьезно ебала. Достаточно серьезно? Очень. У бабушки грабли были тяжелее на даче. Пацаны, всем здорово! Сегодня у нас продолжается наше выступление в рамках плей-оффа. Я думаю, в целом вчера было достаточно вайбово играть в Counter-Strike, поэтому давайте сегодня, парни, постараемся, будем ебачить, будем разговаривать и будем, самое важное, попадать по кнопкам. Потому что мы здесь все собрались ради того, чтобы спасти Counter-Strike. Мы заходим, парни, из первого раунда, с первой ситуации, мы доверяем друг другу и ебачимся. Team Spirit! Moves, they'll go right into. Needs to do some play behind them, hoping that one rally, but he's still feeling on that check here, right as Falcon. Closing in on that all, bring it a little main, and Kirsten now Falcon. Looks on Dixon Shearer, and all the way down. Support here, not found in, gets here, spotted by the Falcon, hold his own as an individual here. As the spot, and that's one hell of a catch for Nico. Line up for enough.
Falcons are getting keeps this round alive. Made Modesty starts his cross. Neat, so quick. My goodness, he's got. Oh my God, they don't know. Bashiro hold the util. Deagle down. Up for Kiyasuke. And they've got him boxed in. Я опять ебал. Я не знаю. Красавчик. Теха, пацаны. Нормально, как будто комфортно против них играть. Много моментов не хватило. Так, пацики, в целом играем неплохо, подарили просто карту. Надо быть на фокусе на таких моментах, как вот против антифорсов, там все такое. Давайте не будем заливать какие-то простые вещи, да, чтобы мы сохраняли хладнокровие и нормально просто в эти моменты тыкали. Смотрите, по их миражу. Жесть, подарили карту вот этим вот челам. Немного не хватило, блин, обидно проиграли форсам, очень обидно. Но ничего, это их карта, в прошлый раз на их пике нас вообще там, по-моему, в салат переехало. Сейчас переходим на Миражик, для нас комфортная карта. Первые 2 стадии мы там постоянно вообще на нем рубились. И вчера, как мы помним, мы тоже наиграли очень много. Поэтому не будем переживать, все вообще хорошо. Пацаны спокойны, поэтому сейчас спокойненько заходим на Миражик и катаем дальше. Ничего страшного не произошло. Мираж, let's go. It's a mad part and won't think it's too quiet. Carrigan Anderson as into the altar. Again in the head-to-head. Hoping to recover this mount. It's handed off to Kier right away. Floating around up close. Just dead up. Nico searching. Carrigan might die and they've got the spot as well. No, but they're considering this. Talk about players. Canada, the Nico. Kiyasuke is getting spammed. A tense moment. The fight together. Start rolling in this series. Nico, that's always the better of it. Head up against them. They go down. He will see. No miracle. No. Through the apartment. Got no other options here. Hart is the one right. And as soon as Modesty rounds this corner, he is a dead. Хорош, мальчики. Вот это мальчики-зайчики, блядь. Сюда, нахуй. Буря, нахуй. Вот. Бля, и катка. Это просто... Я просто всем на 3. Молодец, Данёч. Изи. Но наша карта, чего, сейчас будет даст, у них и у нас он сильный, посмотрим, как будет. Opening here, hoping for a trade. Oh, you never had a chance at the DB. Wait, whoa. Falcons might just jump on the door. Feels Orb is here. He knows that Modesty won't get long. Magic's holding in the pit. Back to Falcons off guard. Oh my goodness, lies. Now that Magic's and Tanir back into this. Then to be impossible. Look, he saw something on that. Get a man to rotate him. Might get closed. Kiyasuke here this time. Tries to fade away into the smoke for this. No one else is near. Holds the line. Connect. Modesty just sneak in the right place. Oh, Nico. And Falcons, they hand them a loaded bomb site. Gotta put up numbers. Oh, is in the making. Years in the wait. There's the kill. У нас есть пробелы типа в игре, все нормально, это нормально, мы пофиксим. Просто не дезморальтесь, пацаны, так. Мы хорошо сыграли без тренера в команде. Очень классно. Мы камбэкали каждый раз, мы просто сыграли нормально. Мы не сыграли охуенно, но мы сыграли нормально. У нас большой плацдарм на следующий сезон, поэтому, блядь, ничего страшного вообще. Никогда такого удовольствия от игры не получал, как вообще в целом за последние 3 месяца, блядь. Запомни это чувство. Да я... Злости и обиды. Нет, и у меня нету, если честно, у меня нет обиды. За результат я имею в виду. Нет, я не буду обижаться за результат. Братан, я был в такой жопе, что за такой результат обижаться не хочу. Если бы мы сыграли, знаешь, что 13-2, да, есть. А тут мы играли охуенно. Мы даже в стрессовых ситуациях принимаем оптимальные колы. Не даем им расслабиться вообще ни на секунду. Ну вообще, типа, Андрей выходит соло-банку, блядь. Говорит, длина чисто, мы понимаем, как сыграть. Мы играем идеально, просто там чел промутил за вся. Просто, блядь. Болезненное поражение. Казалось, вот оно близко. При этом
Если говорить за весь турнир, да, и за ту подготовку, которую мы проделали, упрекнуть вас не в чем. Только могу сказать спасибо за проделанную работу. То есть, ситуация, которая сложилась, она неприятная. Вы стойко ее переносили. Я не про матч, да, я про то, что никто с вами не мог полететь. И нам обидно, и вам обидно. Нихуя не поделаешь. За этим турниром было приятно наблюдать. Была команда, у нас было общение. Мы хорошо выступали. Так бывает, когда кажется, что вот-вот, случается хуйня. Молодцы. Ничего страшного. Будем тренироваться дальше, и победы придут. Едем в Сингапур, заберем там кубок.